Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео для всех тех, кто интересуется сейчас планетами на небе, передвижениями, перемещениями. И все, кто в курсе, знают, что сегодня 7 июля, 7.07, как я говорила. И уже вот как несколько часов Уран у нас поменял знак. Он переместился в Близнецы. И я знаю, что вы насмотрелись всяких разных гороскопов. И сейчас готовы у меня спросить, потому что пишите в личку: Женя, что делать? Неужели все будет так сложно? Или правда все будет так радужно? Ребята, будет как будет. Будет то, как мы с этим справимся. Да, я, конечно же, сейчас расскажу, каким знаком зодиака будет максимально вести, можно так сказать, потому что Уран в гармоничных аспектах всегда дает нам ощущение, что нам начинает вести. Откуда-то такое тотальное везение. Мы так долго его ждали, и вот оно наконец-то к нам пришло. Да? Кому-то будет сложно. Не потому, что люди плохие, потому что складываются события так, что пора что-то менять. Уран отвечает у нас за наше будущее, за наши большие глобальные проекты. Уран отвечает у нас не только за 11-й дом, который я перечислила, но и за 10-й дом. 10-й дом – это наша карьера, социальный статус, то, куда мы идем, наша высшая октава в финансовом плане, то есть наши основные такие простые деньги в легкости, можно так их сказать, зарабатываются по 2-му дому, да? Но если мы хотим денег больше, если мы хотим не просто денег, нам просто денег уже не надо, мы хотим статус выше. Кстати, следом после видео будут финансовые гороскопы. В этом месяце ожидайте по каждому знаку зодиака финансовый гороскоп. Это мой вам подарок в эту осень, которую я считаю, мы должны просто сделать плюс 10 своих возможностей для того, чтобы сказать себе: мы молодцы. Не просто потому, что просто так мы 24 и начало 25 года терпели вот эту встряску, да, мощнейшую. Поэтому, ребята, да. А сейчас пока про 10-й дом в натальной карте и как влияет вообще Уран. Здесь, конечно же, все наши возможности в финансовом плане, да, когда нам нужны не просто деньги, нам уже нужна некая власть, нам уже нужен некий статус социальный. И понимаете, Уран у нас отвечает и за 10-й, и за 11-й дом. То есть это наше будущее. Выберем ли мы его материальным, с финансовым окрасом, выберем ли мы его со статусностью, либо мы будем идти в будущее, заниматься проектами, приносить пользу людям, но тем не менее мы будем идти вперед. И Уран как раз-таки отвечает за эти сферы нашей жизни, когда мы собираем вокруг себя единомышленников, тех людей, даже которые имеют свою точку зрения, она может отличаться. То есть мы идем в будущее, где каждый имеет право на свою точку зрения. Я не скажу, что это будет приводить нас к свободе определенной, да, то есть иметь свою точку зрения, это в некоторые моменты жизни даже невыгодно, да, но тем не менее, кто будет иметь свой взгляд, кто будет не отступать от себя, от своих неких принципов и будет устремлен в будущее, иметь свой определенный подход, отличаться чем-то, иметь свою харизму, пусть она странная на первых этапах, но это история движения вперед. Это как раз-таки, вот вы меня спрашиваете, вот почему я такой умный, столько знаю, не могу монетизировать. Очень хорошее время сейчас наступает как раз-таки для тех самых гениев, кто долго сидел и не мог никак проявиться, не мог никак выйти на арену для того, чтобы максимально начать зарабатывать. Это своего рода некий страх, потому что Уран в подсознании дает страх, одиночество. Уран отвечает за водолеев. И здесь такая история, что те люди, которых вы видите публично, они на самом-то деле вполне вероятно, это внутри очень одинокие люди, которых никто не понимает. Потому что у них очень глобальные мечты, цели, планы и проекты, и просто не все люди могут это понять, прочесть. Точно так же те люди, которые обладают знаниями, узкими знаниями, сложными, да, как раз-таки наступает вот в это время, когда Уран в Близнецах, время для развития как раз-таки этих непризнанных гениев. Я говорю вам, ребят, отдавайте резюме в любые вообще
фирмы, службы, через знакомства, используйте связи, потому что это такая очень важная история на самом-то деле. И пока Уран будет находиться в Близнецах, найти себе работу по душе, работу жизни, даже найти отношения через связи, через друзей, через контакты будет гораздо проще. За что отвечает у нас Уран? За будущее, за работу, за карьеру, за статус в том числе. За наш успех, который может прийти после 10-20-летий своих вложений, интеллекта. То есть это та история, к которому идут долго. Но когда это случается, люди, как правило, говорят: о, мне повезло, забыв вообще про все те многолетние вложения, которые были вложены. Да? Просто потом одним моментом, когда человека вдруг заметили, он случайно, но не случайно, естественно, открыл ту самую дверь, встретил того самого человека, и как раз-таки вот оно случилось. Поэтому здесь будьте внимательны во все эти 7-8 лет, пока Уран как раз-таки будет идти по Близнецам. За что отвечают Близнецы? Если до этого, с 2017-2018 года, Уран у нас был в Тельце, то Телец у нас про комфорт, про стабильность, про деньги, которые всегда у нас есть, про наш уровень жизни, к которому мы привыкли. И что у нас случилось с нашими жизнями за последние 7-8 лет? Это все очень сильно изменилось. Да? То, к чему привыкло большинство людей, оно, как правило, претерпело очень сильные изменения. Что же будет сейчас, когда Уран будет идти по Близнецам? Ну что, здесь Близнецы у нас отвечают за транспорт, логистику, передвижение, перемещение, все транспортные средства. Изменится очень сильно передвижение у нас на транспорте, да, то есть будут в тренде все самокаты, все облегченное. Тренд вот буквально на 7-8 лет, потом этот тренд снова уйдет, и люди вспомнят про стабильность. Я всегда говорю, что это вроде как на первых порах модно, но когда ты начинаешь вдаваться в суть подробностей, да, здесь и про блогеров сейчас тоже расскажу, потому что за блогинг отвечают у нас тоже Близнецы, потому что Близнецы — это знак коммуникации, общения, это говорильный жанр, это история как раз-таки таких активностей, проработки, связи, контакты, когда мы постоянно с информацией туда-сюда. То есть и здесь история тоже, как это прорабатывается. Особенно, как правило, те люди, у кого ретроградный Меркурий в натальной карте рождены, им будет сложнее, но результат будет ярче, чем у людей без ретроградного Меркурия. Что говорить про коммуникацию еще? Она будет очень сильно меняться. Будут меняться наши и средства массовой информации. Во-первых, будут пестрить, потому что Уран-то будет делать соединение по Близнецам идти. И здесь будут очень сильно разные новостные повестки. Очень много фейковых новостей, потому что Близнецы в негативной окраске — это сплетни, слухи, скандалы, интриги, расследования. Но до расследования доходить вряд ли будет. То есть это вот такой шум, который будет отвлекать. И здесь просто понимаете, что это будет такой просто большой информационный хайп. И здесь нужно будет просто отделять эту информацию, понимать, где правда, где ложь. И да, нам придется всем снова учиться и разбираться во всем. Казалось бы, да, зачем нам делать те вещи, которые мы не хотим, но ради своего психоэмоционального состояния в том числе. Наши круг общения будут меняться, близкий круг общения, наши друзья тоже поменяется история. Я всегда говорю, очень хорошая проработка любых вот таких нестабильных движений — это стабильность. Вот когда мы понимаем, что тренд на самокаты, тренд на что-то такое легкое, на блогинг, это все прекрасно, но мы понимаем, что нам нужны, например, не информационные хайпы, вбросы, которые вот такие вот случились и все, а нам нужны стабильные деньги. Мы понимаем, где их зарабатывать. Нам, конечно, не хочется это делать, мы, конечно, не любим это делать, потому что в мире такая красивая картинка, и она очень роскошно продается, что поставишь телефон, и ты можешь просто что-то говорить, создавать охваты, и будет счастье, и будут деньги. Посмотрите всех тех людей, кто создает охваты. Единицы
единицы, кто делают на этом деньги, не имея там мозгов. Еще раз говорю, Уран, проходящий по близнецам, будет очень сильно поднимать тех специалистов, кто имеет коэффициент интеллекта поверх. И, естественно, все те, кто просто тонут в новостных повестках, эта история будет, ну, скорее обрушаться, она не будет приводить никаким историям, потому что таким феноменальным, фундаментальным, на которых можно построить почву для развития вперед. Я вот о чем, ребят. То есть эти люди, персонажи, они будут улетучиваться, они будут теряться, потому что, естественно, блогеров сейчас будет становиться еще больше, новостей будет больше. То есть вот эта вся близнецовская история, она будет очень сильно развиваться. Здесь нужно понимать свои принципы, что вам интересно, за кем вы смотрите, какую информацию вы черпаете от этого и куда вы идете. И да, про транспорт рассказала, про коммуникации, связи рассказала, про близкий круг общения, друзей рассказала, про развитие будущего, искусственный интеллект и прочая история. Естественно, на это будет очень большой сильный хайп. Для того, чтобы, например, роботы будут входить в нашу жизнь, но это так, знаете, такие бытовые истории. И я не хочу сказать, что эта история сейчас этих 7-8 лет. Это история, когда вот вы сейчас видите новостные ленты, про футурологи, конечно, пишут, про то, что роботы будут заменять нам вторых половинок, что будут нашими лучшими друзьями. Вот здесь, ребята, скажу вам так. Конечно же, эта мода придет к нам в следующем десятилетии. Это уже не за горами. 7-8 лет, и это, конечно же, начнет очень сильно активно. Да? В начале 30-х годов уже начнет активно это развиваться, сфера, да, внедрения. Конечно же, каждая страна будет держаться здесь еще за свою определенную стабильность, но когда Уран пойдет по Раку в 2033-34, там просто он тоже будет заходить и возвращаться обратно в Близнецы. То есть это история, когда люди будут понимать, что да, робот — это прекрасная история для того, чтобы иметь с собой рядом игрушку, которая в нас понимает, которая выполняет все наши команды, которая занимается, вот там, я не знаю, нашей такой психологической системой, да, в нашей голове, когда нам не хочется доверительные отношения с кем-то иметь. Но сейчас очень сильная такая повальная мода на одиночество. И эта история к нам ко всем придет однозначно, но для того, чтобы вот там в 33-34 году она не пришла к нам, да, вот сейчас рассказываю, заведите себе друзей, честных, верных, друзей, с которыми по жизни вы можете решать свои проблемы, с которыми вы можете хоть и бизнес строить, хоть и поговорить о честном, про любовь, с которыми вы можете, не знаю, хоть на рыбалку вылазку устроить, хоть в горы, да, хоть, не знаю, в какой-то морской круиз, да, вам не страшно. Здесь, естественно, все под свою личную ответственность, под безопасность, да, нужно все смотреть, потому что Уран по близнецам, это нужно быть очень аккуратными, потому что если говорить про Уран, это несчастный случай, вообще, несчастный он или счастливый, все зависит от того, в каком контексте Уран находится в вашей натальной карте. Если он у вас напряженный, как, например, у меня Уран по умолчанию напряженный в натальной карте, поэтому я и сложный гороскоп такие рассматриваю, кручу, верчу, и мне, в принципе, это легко, не все астрологи за это берутся, но я вполне спокойно это делаю. Вопрос нравится, не нравится, но история интереса, она у сложных личностей такая. Здесь история того, что если вы привыкли разбираться со сложными моментами в жизни, тогда вы к этому готовы. А если у вас абсолютно гармоничный Уран в натальной карте, да, можно сказать, Уран гармоничный, но когда случаются какие-то стрессовые ситуации, получается, у вас нет такой внутренней закалки к таким сложным моментам. Вы по жизни гармоничная личность, вы спокойная, адекватная, уравновешенная. Это очень хорошо, да? Но когда случаются вот какие-то такие глобальные изменения, здесь просто найдите свою опору. Естественно, эту опору нужно искать в себе. То есть, когда вы понимаете, что вы можете справиться с какими-то трудностями, это нормально.
Я сейчас не запугиваю и не говорю, что люди с гармоничным ураном, они не способны пережить трудности. Да все способны, нужно просто понимать, ребят, не смотреть никакие вбросы, нигде новости, отключаться и понимать, где реальность от нереальности. Потому что уран это как раз-таки тот самый искусственный интеллект, который нам пытаются навязать. Эта история, роботизированная, искусственный интеллект, эта история, на самом-то деле, если заглянуть, для чего это все разрабатывается, здесь сразу станет все понятно, потому что это очень большая финансовая история. Очень большая, очень мощная, потому что войны, какие-то выяснения отношений, какие-то дипломатические истории, это уже настолько неинтересно, уже с этим наигрались. А робототехника, все вот это усовершенствовано, это невероятных масштабов деньги, невероятных масштабов деньги. Естественно, в ближайшие 7-8 лет деньги будут там. Поэтому если вы думаете, что компьютеры, техника это что-то устарело, это не устарело. Вопрос, умеете ли вы там зарабатывать деньги или нет. Вопрос, нужно ли что-то изобретать или наоборот нужно, чтобы это было не изобретено. Здесь такой очень большой и глобальный вопрос, и в нем же кроется ответ, который каждый находит сам. Я не претендую на свое единственное правильное мнение. У меня много планет находится в 11 доме, и я знаю, что для кого-то лучше, чтобы что-то было не изобретено. Как обычно, просто когда жена стоит, моет посуду, у нее нет посудомойки, а муж сидит рядом и балует ее разговорами. То есть они имеют с отсутствием этой техники душевный контакт, разговоры, которых, возможно, бы у них не было, если бы их дом был напичкан техникой. Понимаете, о чем я говорю? Здесь каждому свое, не все могут жить в условиях вот этой роботизированности, да? То есть здесь нужно вот это очень хорошо понимать. И здесь нет хороших и плохих. И да, все-таки до того, как Уран зайдет в знак Рака через 7-8 лет, было бы очень хорошо разобраться во всех своих моментах, переживаниях, эмоциональных, сложностей. Очень хорошо здесь помогают. Конечно, сейчас вы мне скажете, что у меня был какой-то комментарий на канале, что у меня предвзятое отношение к психологам. Да нет, ребят, психологи это хорошо, но когда вы замещаете всех своих друзей и вторых половинок, расставляете в своей жизни личные границы настолько, что в вашей жизни не остается никого, кроме вашего любимого психолога, вот это плохо. Вот такая жирная галочка, или как сейчас говорят, red flag, нужно срочно эту историю менять. Потому что знаю очень много людей, кто годами ходит к психологам, но ни второй половинки, ни общения с родителями, ни детей, ни друзей в жизни нет. Есть только работа и психолог. И вот этот момент очень сложный. И вот этот момент тоже будет очень сильно подниматься у людей, когда Уран будет идти по близнецам, будет оголяться сфера отношений. Близнецы – это отношения. Близнецы отношения с нашими близким кругом общения. Открывайте любой мессенджер, и первые 5-10 контактов, которым вы постоянно пишете и звоните, это и есть ваши близкие люди. Кто бы они у вас ни были, жена, муж, подружка, друг, коллега на работе, это и есть ваш близкий круг общения. И эти люди будут вам по чуть-чуть надавливать на те больные мозоли, хочется или не хочется, нравится или не нравится. Но это не говорит о том, что при первой же возможности нужно из этих отношений бежать. Нет, нужно в этом разбираться. Нужно разбираться, почему вас заставляет это, выводит на такие эмоции. Конечно же, удобно иметь рядом робота. Конечно же, он всегда будет поддерживать, даже если вы не правы. И так мы все плавно в этом обществе будем идти к шизофрении, к раздутому эгу, к непринятию своих ошибок. Каждый человек, любой человек, идеальных вообще нет. Будь это я, мы, вы, наши родители, наши дети, идеальных вообще нет. Мы всегда совершаем ошибки. И ошибка это есть то наше состояние, когда мы понимаем, так это же неправильно, надо было вообще наоборот сделать. Так было бы наоборот, вот совершенно не так. То есть нужно пересмотреть, было бы удобнее, было бы хорошо, лучше, интереснее. То есть мы находим сами ответы в своих ошибках, но
за последние 10 лет нам показали и сказали, что нам нужно быть какими-то всем идеальными, что нам нужно вот как-то соответствовать красивой картинке для того, чтобы там были деньги, для того, чтобы у нас была власть, для того, чтобы чего-то достичь, нужно делать вот это и вот это. На самом-то деле у каждого абсолютно свой алгоритм, даже у знаков зодиака, если вы смотрите меня, вы знаете, что работает с первой декадой, с третьей декадой этого же знака работать не будет. И да, ребят, то, как будет продвигаться Уран по близнецам, сейчас расскажу, но сразу скажу, буду сейчас перечислять знаки зодиака и по декадам. И здесь понимайте, что если будут какие-то сложности, оставляйте комментарии под этим видео, указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, который у вас возник, потому что общий гороскоп я сейчас расскажу. И да, у нас до 2028 года, до 2028 Уран будет идти по первой декаде близнецов, значит будет делать аспекты гармоничный или напряженный к знакам зодиакам первой декады тоже. Потом с 29 по 30, то есть 28, 29 и 30 год Уран будет идти по второй декаде близнецов, и 31, 32, 33 и 34 будет вот так вот ерзать, будет идти по третьей декаде близнецов. Поэтому здесь близнецы, конечно же, раз идет по вашему знаку, очень хорошо эту историю понимаете, да, здесь нужно понимать, что будет идти Уран именно в соединении к вашему Солнцу в транзитных картах, что ваша жизнь будет претерпевать изменения, да, о чем я говорила: работа, карьера, близкий круг друзей, общение в семье, вторые половинки, карьера, социальный статус, это все здесь. Поэтому, да, дорогие, здесь не волнуемся. Ну и что? Поехали. Поехали с Овна. Как будет влиять движение Урана по близнецам? Ну, сейчас будет влиять на Овнов первой декады. Буквально вот сейчас включается аспект, но это гармоничный секстиль. Это гармоничный аспект, который говорит, что, ребята, если ничего не делать, то аспект пройдет просто как вечеринка. То есть сейчас в этом году, в 2025, у нас влияние только на тех овнах, кто родился там 20-21 марта, то есть самое начало, 22 марта, окей, тоже подходит, потому что до 2 градуса в близнецах, то есть первые 2-3 дня людей овнов, рожденных от рыб. Понимаете, какое что, да? И здесь история очень такая, если что-то делаем, меняем работу, она меняется. Если захотели переехать, Уран поможет. Но здесь еще понимаем, что у вас не просто влияние Урана, здесь влияние Сатурна и Нептуна в соединениях. Поэтому жизнь вас сейчас, именно Овны первой декады, заставляет это делать. То есть здесь история про то, что вас жизнь сейчас заставляет это делать. Да, ваше эмоциональное состояние говорит: я не хочу, мне это не нравится, но... Варианты-то какие? Аспекты стоят, надо делать. Плюсом здесь еще, конечно же, Плутон из Водолея в очень классном секстиле говорит: ну делай ты уже бизнес свой, развивай, сколько ты можешь сидеть. Прорывайся, прорывайся вперед, не сиди на месте. Но если меня смотрят девочки с такими аспектами, это может быть положение, если вы, например, сейчас сидите в декрете, ничего не делаете, не развиваетесь, понятное дело, то тогда это аспекты вашего мужа. Если вы с мужем находитесь в классной связи, у вас общение на уровне, то есть вы прям за мужа горой, муж у вас молодец, вас тоже любит, естественно, у вас такая эмоциональная связь, контакт, и вы прям все посылы и настраиваете его на работу, на продвижение в бизнес, тогда пусть работает, будет хорошо. Если ничего не делать, то это пройдет как сплошная вечеринка. Если же делать, покупка недвижимости, открытие бизнеса, заработок денег, ну и немножко будет такое эмоциональное состояние. Отделяйте иллюзии Нептуна честностью Сатурна. Самый очень хороший момент. Все иллюзии, все вот эти вот проекты, вот я сейчас замечтал и захочу, только стабильно стоять на ногах, только эта эмоция честности вот убирает вот эту всю иллюзорность, которая мешает продвижению вперед. Овны второй декады, ребят, на вас Уран будет влиять года через 3.
не раньше. То есть сейчас пока, если вы где-то видели, что на вас движение Урана идет такое очень мощное, очень активное, очень яркое, и ваша жизнь будет меняться, друзья, нету аспекта к вашему Солнцу. Дорогие Овны второй декады. Вот если бы он был, я бы его назвала. Он сложится через 3 года. Через 3 года, когда Уран будет идти по второй декаде Близнецов. Сейчас пока движения Урана нет. Сейчас пока у вас свои другие личные вопросики. Открывайте гороскоп на лето трехмесячный, там все рассказала помесячно. Ну, либо ждите, совсем скоро после этого видео выйдут гороскопы на август месячные. Вот, идем дальше. Овны третьей декады. На вас аспект Урана и изменения именно от Урана будут влиять и действовать только в 2030-х годах, когда он будет идти по третьей декаде Близнецов. То есть все, что я сказала сейчас для Овнов первой декады, для вас будет действовать туда дальше. От Урана, вот этот случай, который выпадет, но я не думаю, что вы будете все эти 5 лет сидеть и чего-то там ждать. Не надо так делать. Надо развиваться, нужно двигаться вперед, но понимать, что мы, естественно, люди активно движемся вперед, тем более Сатурн, который сейчас находится в первой декаде Овна, уже буквально через года полтора будет в третьей декаде Овна, и здесь как раз-таки та же самая недвижимость, движение вперед, социальный статус, рост. Двигайтесь, ребята, двигайтесь. Дорогие Тельцы, как на вас повлияет движение Урана в Близнецах? Ну, во-первых, скажу, что вам всем станет хорошо, полегче. Это вздохнут особенно Тельцы третьей декады. Сейчас вот еще немножечко, да, в августе точно станет хорошо, потому что откатится Уран и не будет делать соединение с Солнцем у Тельцов третьей декады. Я знаю, ребята, вы устали, потому что соединение Урана к Тельцу сложно вам дается, потому что если бы ваше Солнце было в каком-нибудь огненном или в земном знаке, было бы легче. А движение Урана по земному знаку это всегда сложно, потому что ощущение реально вулкана, когда трясет, когда сложно, когда напряженно, когда хочется сказать: так, я устал, я ухожу. Все бросить работу, бросить стабильные источники заработка. Подождите, сейчас Уран уже все укатится и будет хорошо. Тельцы первой декады. Ребят, Тельцы первой декады, у вас сейчас очень сильно работает история. Это Плутон. Плутон делает квадратуру к Солнцу в ваших транзитных картах, поэтому, ребят, смотрите, здесь от Урана особенно ничего не зависит. Да, здесь именно как раз-таки Плутон. Уран никак на вас не влияет, Тельцы первой декады. И не будет влиять, знаете, до какого времени? Пока он не войдет в Рак. То есть, когда он войдет в Рак, тогда будет для вас движение Урана. Понимаете, о чем я говорю, да, Тельцы первой декады. Если, конечно же, ваш асцендент не находится, например, в Тельце, тогда другие планеты, конечно же, будут влиять, тогда нужно здесь смотреть. Но Уран все равно не будет на вас влиять, даже если у вас асцендент находится в Тельце. Понимаете? Тельцы первой, второй декады, вообще никакого движения нет на вас Урана, поэтому если вы где-то наслышались историй, из-за которых вы переживаете, гоните это прочь. Скорее всего, это услышали как раз-таки Тельцы второй декады, потому что, ребят, здесь нужно в этом понимать, Лилит идет по второй декаде Скорпиона, вот сейчас начинает свое движение, и эта история связана с тем, что страхи, паника, панические атаки, потому что сам Уран еще находится в Тельце. Здесь нужно просто эту историю понимать. Отделяйте страх и панику. И только когда Уран будет идти по второй декаде Рака, будет, конечно же, на вас влияние движения. Сейчас никак. Тельцы первой декады, ребят, надеюсь, понятно. Плутон сейчас делает квадратуру к вам. И здесь нужно просто идти вперед, развивать свой бизнес, свою карьеру, понимать, чего вы хотите. Здесь очень хорошо подходит фраза для Тельцов первой декады: мы живем сейчас ту жизнь, на которую позволила нам наша самооценка. Подумайте над этой фразой, чего вы стоите, чего вы хотите, потому что Тельцы первой декады — это
такие мощные тельцы еще, в которых есть овновский запал, та сила, мощь, которые Плутон как раз-таки вот так сейчас либо поднимет, либо опустит вниз. Поэтому здесь не опускайтесь вниз, здесь поднимайтесь наверх. Да, это нелегко, но это сделано для того, чтобы поднять вас на новый уровень, однозначно. Тельцы третьей декады до 7 ноября Уран будет в Близнецах. 7 ноября он обратно вернется в третью декаду Тельца. И здесь вот все то, что было на повестке дня последний год, связаны с резкими изменениями карьеры, статус личной жизни. У кого-то разводы, я знаю, вы повально пишете, собрались разводиться. Подождите. Финальная петля. И Уран будет находиться в последних градусах Тельца с 7 ноября по 26 апреля 2026 года. Пожалуйста, будьте в этот момент снисходительны к своим вторым половинкам, потому что, особенно если у вас есть очень много лет совместной жизни, если у вас есть много совместных достижений, покупок детей, совместно прожитых моментов счастья, и сейчас вот вы на этом аспекте Урана решили разрушить. Однозначно и вас трясет, и вторую половинку трясет, либо же ваша вторая половинка находится в каком-нибудь другом знаке, где вообще нету тряски от Урана, и человек думает, что вообще происходит. А у вас вот этот Уран стоит в Тельце, и у вас вот вас трясет, да, в прямом смысле. Будьте аккуратны, подождите это время. Уйдет аспект, уйдут эти эмоции, и вы скажете, ух, что это было. То есть это нужно в этих сложных моментах найти себя, не сломаться, не обнулиться. Когда мы просто обнуляемся, нас жизнь заставляет начинать сначала. То есть, а это всегда сложно. Это точно так же сложно начинать сначала, как продолжать там, где уже вроде и так казалось все понятным. Но кажется, что мы начинаем сначала в этих отношениях. Но как минимум рядом есть человек, который тебе понятен. Чувствуете, да, о чем история? И я знаю, что тельцы третьей декады сейчас очень сильно трясет. Ребята, не тряситесь, нормально все будет. Идем дальше. Близнецы первой декады. Вот кто на самом-то деле сейчас может как раз-таки сказать, что он устал, он вообще не понял, что это такое происходит и как это вообще случилось. Вот близнецы первой декады, вот первые несколько денечков сейчас прям таки у нас в 2025 будут удивляться, как резко в жизни все было хорошо, а сейчас нет. Как резко в жизни вот все было классно-классно, а сейчас нет. Не все скажу, что будет претерпевать изменения, все-таки здесь гармоничный секстиль от Сатурна и Нептуна, подключайте творческое мышление, здесь еще и потрясающий трин от Плутона, ведите вперед, развивайте бизнес, да, придется это делать по-новому. Где-то нужно обнулиться, где-то применить новые пути к развитию, близнецы первой декады, и это нормально. На ближайшие 3 года Уран в первой декаде близнецов, поэтому, ребят, здесь понимайте. В описании видео напишу, кто к какой декаде относится, потому что в начале видео про это забыла сказать. И понимаете, близнецы первой декады, нет ничего невозможного, просто идете семимильными шагами в развитие, подключайте свои связи, не стесняйтесь, понимайте, что ваши единомышленники, ваши друзья, те, кто с вами рядышком, это люди, которые помогают вам расти, это те люди, которым вы помогаете расти. Будьте классными близнецами первой декады, идите вперед. Вкладывайте в себя, вкладывайте в своих близких, и будет вам счастье. То есть здесь очень такая благородная, мощная миссия. Потому что я уранист, у меня много планет в 11 доме, и я по факту, моя работа это вкладывать в других. То есть я здесь тоже прекрасно понимаю, что знаний я должна отдавать больше, тем самым помогать людям подниматься. Это такая нормальная история. Поэтому близнецы первой декады, понимайте, что сейчас эти 3 года очень многое чего будет зависеть от вас. Близнецы второй декады, скажу вам так, ребят, у вас очень сильные, мощные вопросики сейчас своего самоопределения, вот именно сейчас на настоящий момент, да, здесь кармические узлы будут задавать вопросики до конца 2025 к вам. Здесь моменты, конечно же, еще своего проявления характера, ваши страхи, переживания, волнения в том числе, идете ли вы в развитие, не идете, постарайтесь
подготовить, сформировать свой характер, понять свои принципы, понять свое настроение, понять вообще свои возможности, потому что здесь и Сатурн в следующем году уже будет вам помогать, да, в 2026 идти по второй декаде Овна, прекрасный аспект будет делать близнецам второй декады. И здесь стабильное развитие, мощное. Хочется, конечно же, вот этого хайпа, этой легкости, да, то есть вот этого всего, что сейчас модно. Но здесь постарайтесь быть более стабильны. Сатурн простабильный, даст вам и денег, и всего, чего вы хотите, на стабильных основаниях, на понимании ответственности, да. И тогда Уран, который придет в 2028, 2029 и 30 году во вторую декаду в Близнецов, наоборот, поднимет вас еще выше, не обнулит то, что вы строили непонятно на каких эмоциях, да, а наоборот поднимет вас выше. Это будет высшая награда для вас, понимание своего личного успеха. И Близнецы третьей декады, ребят, у вас сейчас никаких таких вот, знаете, никаких сложных моментов, переживаний, моменты упущенных выгод, скорее всего, да, потому что кармические узлы идут как раз-таки по девам рыбы, делают прямо вот сейчас доделывают квадратуры к солнцам Близнецов третьей декады. На момент упущенных выгод, что-то сделали не так раньше, упущенные возможности, потому что здесь и в начале июня Юпитер ушел уже в Рака, да, и здесь ощущение, что вот Юпитер-то шел, можно было вот так вот сделать вечеринку, движение вперед, много себе событий, да, в жизни потянуть. Но если этого не сделали, ребят, не оставайтесь долго, не провисайте в этих эмоциях, идите вперед, развивайтесь. Это правда очень важно. Нельзя стоять на месте, нужно идти вперед. Потому что, смотрите, у нас обратно вернутся и Сатурн, и Нептун, да, в конце 25 года. Сатурн, к слову, уже в сентябре вернется обратно в третью декаду рыб и будет делать в третьей декаде Близнецов квадратуру, между прочим, не просто так, а квадратуру. То есть будет заставлять опять возвращать долги, делать дела, которые нам не нравятся, да, то есть здесь есть сейчас момент лета, очень сильно с этим разобраться, именно вот на этот момент времени. Ну а если говорить долго, Уран на вас будет влиять с очень мощным таким движением вперед и подъемом, и все будет зависеть от вас в 2030-х, 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, да. Все будет зависеть от вас, Близнецы третьей декады, на каком уровне вы будете к моменту его прихода. А до этого момента Уран вообще на вас не влияет. Ну, нету такого движения. Ну да, слегка доносятся к вам информационные сферы, информационные потоки, потому что Уран находится в вашем знаке. Вы максимально чувствительны к этому, как у нас были тельцы, максимально чувствительны, когда Уран шел по ним, потому что жизнь всех тельцов изменилась за эти 7-8 лет. Вот кого ни спроси, очень сильно изменилась жизнь, мировоззрение, многое поменялось, у кого-то обнулились доходы, у кого-то личная жизнь, у кого-то круг общения. Здесь не хорошие, не плохие, здесь история про то, что мы все-таки, куда мы идем дальше. И идем дальше. Рак, знак зодиака Рак. Как повлияет сейчас на вас Уран и в ближайшие 7-8 лет? Ребята, если честно, никак. Вот если смотреть ни первая, ни вторая, ни третья декада Рака, не почувствуют никакого абсолютно аспекта, никакого. Солнце у вас находится в Раке, либо же асцендент у вас находится в Раке. Уран для вас недосягаем, просто недосягаем, потому что нет аспекта, который бы был по градусам. Ну, то есть вот сейчас, пока он еще находился в Тельце, был секстиль к Ракам третьей декады. То есть есть такая история, когда 7 ноября у нас Уран вернется опять в знак Тельца до 26 апреля. Это будет такая лазейка вернуться назад и вот на новых проектах вот так хайпануть, что-то новое сделать, поменять работу на этом начале, новую найти, которая прям устремлена в будущее, в которой вы понимаете, что вот это вот все прям мое хобби, дело жизни, люблю, не могу, вот это делать хочу и деньги на этом делать хочу.
Нормальная история. Это с 7 ноября по 26 апреля 2026. Это для раков третьей декады. Для раков первой и второй декады Уран вообще никак не влияет. Вообще, ребята, сейчас в ближайшие 7 лет никак. Только в 2033 году летом начнется уже движение и чувствование Урана раков первой декады. Только тогда. А сейчас вообще, ребята, никак он на вас не повлияет. Влияют другие аспекты. Нептун, Сатурн. Да, они влияют. Плутон даже где-то в отголосках. Да, то есть он сейчас у нас к осени 25-го вернется опять к 1 градусу Водолея и будет делать такую далекую оппозицию, но и то мало кого затронет, да, раков тоже, это раков третьей декады, последняя дата рожденная, но никак больше не будет влиять, да, то есть это и то другие планеты. Лично Уран никак не влияет. Конечно, вы будете смотреть на эти движения новомодные, которые происходят, и если вы традиционный рак, который родился в первой декаде, во второй, в третьей, да, то есть прям если у вас солнце прям раскачанное в раке, и вы за традиционные ценности, для вас, конечно же, все эти новшества будут вас очень сильно удивлять. Но я еще раз говорю, все вот эти истории модерна, они очень хорошо прорабатываются стабильностью, своими взглядами на жизнь, своим четким пониманием, своей философией, для чего вам это нужно, а для чего вам это не нужно. То есть вот такая история. Раки, я надеюсь, я вас не развеяла ваши мифы, которые кто-то вам в социальных сетях привнес. Нет аспекта, ребята, нет аспекта сходящегося по градусам. Нету здесь на вас никакого влияния Урана. Понимаете, о чем? Вот. Не потому что как-то я вас обделяю и не люблю, очень сильно вас люблю. У меня у самой асцендент в раке, но я очень даже рада, что пока не относится ко мне никак. И да, если у вас асцендент в раке, то сейчас Уран у вас идет, скорее всего, по 11 или по 12 дому вашей натальной карты, транзитной карты, да, то тогда, ребята, здесь история того, что как раз таки у вас очень много внутренних глубинных трансформаций, вы находите в себе глубокую мудрость, подъем, фундаментальные знания, вы откапываете в себе свой личный эгрегор, у вас знакомство, не знаю, с корнями, родовыми системами в своей личной персональной жизни. Вы тогда поднимаетесь над этой мудростью, и Уран у вас работает там, просто делает аспекты ваших транзитных карт к другим планетам. То есть вот так это работает, если честно. Тогда у вас мудрость здесь идет совершенно по другим историям, понимаете? То есть на других этажах, если вы умеете со своим Ураном работать. Я умею, вот я здесь сижу, уранистические мысли вам рассказываю, а вы умеете? Учитесь, не бойтесь находить новые грани себя. Главное, чтобы информация была точная. Это основной такой принцип Урана. И да, идем дальше. Львы. Что касается львов, на львов сейчас первой декады, конечно же, будет влиять и 26-й, 27-й, 28-й год как раз-таки будет потрясающий секстиль Урана к вам, львы, первой декады. И да, здесь еще Плутон в оппозиции к вам идет. История развития бизнеса, новых движений, новой работы, новой жизни у кого-то. Кому-то захочется полностью сменить круг общения. Это не будет плохо. Главное, смотрите, не попрощаетесь ли вы с нужными людьми, да, потому что все-таки лев, если вот сильно очень задевается ваша гордыня, вы можете на нервных началах это сделать, чтобы ваше решение было принято согласно ваших ценностей, согласно вашего мировоззрения, чтобы это не был повальный такой модный стайл. Я вот о чем, потому что львы, как знак зодиака, очень сильно смотрят и ориентированы на тренды. Будьте здесь аккуратны. Львы первой декады на вас влияние будет сейчас, львы второй декады от Урана движение будет 2028, 29, 30, ну и 31, там вот 28, 31 год, потому что планета у нас Уран движется. Вот она директно идет у нас с конца февраля, начала февраля, весну и лето идет прямо, в начале сентября каждый год разворачивается в ретроградное движение, снова откатывается назад. И опять зимой, в конце января, в начале февраля
снова она у нас разворачивается прямо и опять идет вперед, понимаете, да, то есть это ежегодный такой цикл, поэтому здесь у нас получается, что стыковочные года, они у нас плавают. Ну и львы третьей декады, на вас движение Урана, влияние, смены, вот это самая удача, изменения в жизни, в карьере, в работе, в статусе. Это, конечно, с 2030-х годов, пока Уран будет находиться в третьей декаде Близнецов. Вот такая математика, ребят, ну геометрия, точнее, если вы умеете разбираться в градусах. И да, идем дальше. Девы. Что изменится у дев? Вообще девам очень сильно понятна история Урана. Девы — это интеллектуальный знак. Девы — это, если в Деве находится ваше Солнце или ваш асцендент, это история однозначно того, что вы движетесь вперед к новым знаниям. То есть это неосознанно такая ваша история продвижения вперед. Кстати, если вы не смотрели видео про асцендент, уже вышел для каждого знака асцендента описание. Очень интересная информация, вы давно просили, я сделала. И да, здесь, если распознать специфику, то будет очень даже хорошо. Кому-то будет сложно, потому что все-таки Уран будет делать аспект к девам в напряженном аспекте идти, это в квадратуре. То есть это будет заставлять продвигаться в знаниях, заставлять двигаться новым путем, заставлять заниматься карьерой, статусом, заставлять выходить за свои грани дозволенного. То есть если вы привыкли там к какому-то определенному образу жизни, каким-то определенным своим каким-то привычкам, да, то вокруг вас будут появляться люди, которые будут вам показывать другую жизнь. Здесь главное понимать, ну, свою стабильность, свои желания, свои принципы, да, здесь вот такая история, чтобы не уйти в никуда. Если на этих моментах, не закрытых на своих гештальтах, как это модно говорить, будет какой-нибудь разрыв отношений, будет эмоция развода, то это будут сложные эмоции, да, поэтому здесь все-таки вот эту встряску я предлагаю пережить вместе, сообща, договариваясь, нацеля план будущее в развитие. И здесь момент, понимаете, что девы первой декады, да, история того, что нужно понимать, что квадратура Урана будет очень сильно резко, вот уже сейчас вы это чувствуете, те, кто родились на стыке Льва и Дев в августе, да, что это не что-то резко вот так вот случилось, да, просто нужно быть аккуратны. Еще раз напоминаю, Уран — это такой некий несчастный случай, который заставляет нас быть внимательными по жизни, к своей работе, к близким, к окружению, потому что все эти сферы могут начать резко меняться, да, и эти изменения могут не нравиться. Нужно это понимать. Девы первой декады, на вас влияние Урана будет вот сейчас до 2028 года. Уран будет вперед-назад вот так ерзать, да. То есть здесь я уже по циклам рассказала. Девы второй декады, здесь, конечно же, нужно понимать, что сейчас у вас пока вопросики с Лилит, вот именно вот на настоящий момент, потому что Лилит идет по Скорпиону второй декады, вопросики страшно, не страшно, не надо. Вот вы, скорее всего, с соцсетей выбрали вот эту историю, что вы устали, что нужно как-то делать по-другому, что нужно вот совершенно перебрать очень много вариантов, чтобы подобрать себе единственно верный. То есть это страх и паника вами руководят. Не волнуйтесь, Уран сейчас на вас никак не влияет. То есть только с 2028, 29, 30, то есть вот это время будет как раз-таки у Урана что-то привнести в вашу жизнь, как-то изменить. Сейчас нет этих аспектов. Сейчас у Дев первой декады нет тех сложных напряженных моментов, и это нужно просто четко понимать. У вас сейчас Юпитер очень в гармоничном аспекте идет вперед, и это очень хорошо. В секстиле используйте этот момент. Девы третьей декады, ребята, у вас, конечно же, очень много моментов, еще не закрытых историй, и это истории, которые в конце 2025 года вернутся, все, что были на поверхности, но они связаны с другими планетами, не с Ураном.
Уран на вас будет влиять только в 2030-х годах, в напряженных аспектах. Поэтому сейчас выстраивайте свое будущее, выстраивайте свое движение вперед, ну, согласно гороскопу, который уже вышел на это лето. Можете посмотреть, в конце видео прикреплю плейлист на эти гороскопы. И идем дальше. То есть не нужно паниковать, девы, второй, третьей декады, что прямо сейчас на вас влияет Уран, и это, о боже, нужно прямо сейчас что-то со своей жизнью делать, страховаться, перестраховываться не надо. Да, и девы первой декады только те, кто рожден на стыке со львами, чувствуют движение этого Урана. Все остальные еще не понимают, не пришел этот аспект в ваших транзитных картах. Он просто не дошел, время не пришло. Всему свое время. Астрономическое и астрологическое, понимаете? Идем дальше. Весы. Как повлияет Уран на весов первой декады? Ну, во-первых, сейчас вы чувствуете это движение вперед, это новый путь развития, это когда нужно отбросить старые моменты, за которые вы цепляетесь, никак не отстанете от себя, когда вы понимаете, что вам хочется какой-то легкости, какой-то свободы. Да, она связана с бизнесом, да, потому что здесь и Плутон еще прекрасный аспект делает, да, нужно делать. Оно связано со сложными моментами, здесь Сатурн с Нептуном в оппозиции напрягают и заставляют уже про стабильность, про ответственность. Конечно же, у вас будет история, связана с Ураном, когда захочется вот так легко, на хайпе, как сейчас там модно, стану блогером, буду говорить про все, буду вот таким классным, быстрым и легким, но Сатурн в оппозиции говорит, что здесь быстро и легко, во-первых, не получится, здесь потому что иллюзии вас посещают, здесь получится только ответственно, в долгую, стратегически, и это момент, который нужно просто понимать, ребят, ну вот так это устроено, вот так это работает, да, поэтому здесь весы первой декады, конечно же, у вас сейчас хороший аспект Урана, очень хороший, движение вперед, действуйте, но понимайте, какие должны принципы вами руководить. Весы второй декады, до 2028 года никак Уран на вас не влияет, а потом по 30 год, конечно же, все эти благоприятные аспекты, этот благоприятный аспект от Урана будет точно так же у вас, вы будете в тренде, вы будете на пике популярности, если вы к ней идете, вы будете хорошо ездить, путешествовать, если вы хотите, если вы это любите, да, вы будете как раз-таки строить тот самый бизнес, движение вперед, свое будущее, если вы занимаетесь бизнесом, если вы не занимаетесь, ну, начните к этому времени, стройте к этому идти, но сами понимаете, здесь еще 3 года для того, что еще и личную жизнь свою можно построить, здесь еще и дом себе можно построить, понимаете, потому что Сатурн в оппозиции говорит, ну, бери уже цели большие, глобальные и паши на эту историю. Хочется, нам же сейчас продают красиво, легко и быстро. Ребят, так не бывает. И эта история, кстати, будет очень сильно обнуляться, обрушаться с Ураном в Близнецах. Идем дальше. Скорпионы. Первая декада. Сейчас, ребят, Скорпионы декады у вас никакого нет аспекта от Урана. Ну вот никакого движения. Единственное, кто из Скорпионов чувствовал аспект Урана, это Скорпионы третьей декады. Когда Уран идет по Тельцу, он делает оппозицию к Солнцу, Скорпионам третьей декады. И эта история, дорогие мои Скорпионы третьей декады, вернется к вам снова во второй половине 2025 года. 2025 год, вторая половина и весна до 26 апреля. Пока Уран будет находиться в Тельце, Скорпионы третьей декады. Вот здесь будет прямая опять-таки оппозиция к Скорпионам третьей декады Солнцу, к вашему в транзитных картах. Здесь просто четко понимаете, что те вопросы, которые последний год были у вас на работе, дома, они будут опять на повестке дня. То есть это ваша личная история. Решите ли вы ее разорвать, либо же вы возьмете в себе силы и скажете, нет, я не буду рвать эти ценные для меня отношения, я пойду дальше, я буду идти вперед, я буду делать свой максимум. Это будет нелегко, но Скорпион это вообще не из мягкотелых знак, да, поэтому здесь, ребят, просто понимайте, что это такая турбулентность, которую нужно понимать, она пройдет, и она для того, чтобы дать ценность вашим взглядам на жизнь, вашим отношениям, вашим финансам, вашему уровню устойчивости. Вот такая история, ничего плохого не скажу, скажу, что вы способны с этим разобраться, вы же Скорпионы, вы все про себя знаете, если не смотрели большое видео про Скорпионов, в конце видео прикреплю.
Скорпио, она очень классная. Скорпионы второй декады, у вас сейчас, к слову, прямо если сейчас, у вас очень много просто страхов. У вас, если вы насмотрелись всяких гороскопов, вы думаете, что как-то будет на вас влиять, на вас никак не будет сейчас влиять Уран. Вообще все эти 8 лет никак не будет на вас влиять Уран. От слова никак. То есть Уран на вас уже влиял в 2020-м, Скорпионы второй декады, я думаю, вы все поняли, да, там, то есть там 18, 19, 20, 21. Вот Скорпионы второй декады, вот там с Ураном уже прожили все свои моменты, я надеюсь, гештальты закрыты, и следующее ваше движение с Ураном будут через 8 лет, когда 7-8 лет, когда уже у нас Уран полноценно зайдет в Рак, и тогда будет гармоничный аспект от Урана всем Скорпионам. Ну и Скорпионы первой декады, ребята, у вас тоже никаких напряженных аспектов от Урана нет, никакой тряски. Вы ее еще в середине 2010-х годов прожили, там 2015, 16, 17. То есть вы там уже все вот это прожили, вот эту встряску от Урана. Сейчас Скорпионы первой декады получают встряску от Плутона, потому что ваш управитель делает квадратуру к солнышку вашим транзитным картам, и поэтому у вас сейчас свои же скелеты в шкафу, свои же страхи, свои же амбиции. Ну, то есть вы проверяете своим же собственным управителем. И я вам хочу сказать, что вы должны победить, вы имеете все на это силы, потому что вы Скорпион. Поэтому если вы где-то проигрываете, только потому что вы решили проиграть, понимаете? А так действуйте по справедливости, будьте классным партнером, идите вперед, не проигрывайте, вырабатывайте свою силу и мощь. Идем дальше, стрельцы. Вот поистине, кому сложно сейчас от движения Урана, это стрельцам первой декады. Здесь встряски, здесь, естественно, обнуление в работе, в личной жизни, в будущее вообще непонятно, не размыто. Ребят, все это решается стабильностью, все это понимается стабильностью. Здесь Сатурн в потрясающем трине к вашему Солнцу. Стабильность, движение вперед, отсутствие иллюзий, работайте, продолжайте делать. Да, новыми путями. Если берете нечто новое в своей работе, очень хорошо. Если в личной жизни берете новую планку, новый уровень своих доверительных отношений, то любовь не развалится, отношения не развалятся. Имейте это в виду. И идем дальше. Стрельцы второй декады 2028, 29 и 30 на вас будет влиять Уран в таком же напряженном аспекте, как сейчас на стрельцов первой декады. Имейте это в виду, ребята, имейте это в виду и не сдавайтесь. Этот момент времени, у вас есть время подготовиться к неожиданностям, которые будут на вашем пути. Стрельцы третьей декады, у вас сейчас, ребят, пока вообще никаких таких движений, у вас сейчас закрытые истории будут в конце 2025 года связаны с Сатурном, с финансами, с деньгами, с иллюзиями, с долгами, с зависимостями различными. То есть здесь Сатурн и Нептун, история, которая будет с вами. Уран будет в напряженном аспекте к стрельцам третьей декады только в 2030-х годах. 2030, 31, 32, 33. Ну и там в 34-м уже будет полегче, будет такой момент передышки. Поэтому здесь нет никаких таких моментов, чтобы прямо сейчас бояться Урана. У вас другие моменты. Козероги. Козероги первой декады. Ребята, прямо сейчас у вас никаких аспектов. И никаких аспектов у вас в ближайшие 8 лет от Урана не будет. Не будет. Вот, никак. Только если ваш асцендент находится, то есть если вы солнечный козерог, и у вас асцендент в каком-то другом знаке, который я перечислила подекадно уже, да, то есть если только изменения у вас будут там. А для вашего Солнца в Козероге первой декады не будут изменения от Уранов. Единственное, кто сейчас чувствовал движуху и активность Урана, это Козероги третьей декады. Здесь был момент как раз-таки, вы чувствовали себя, что у вас работа идет, движение вперед, реформаторство, хочется вот так в проекты будущего вложиться. И эта история к вам снова вернется с 7 ноября по 26 апреля 2026. Это Козероги третьей декады. На Козерогов первой и второй декады вообще никак не будет влиять от слова совсем Уран до того момента, как Уран взойдет в знак Рака, это будет в 2033 году. Но тогда уже пойдет
оппозиция, тогда уже пойдет оппозиция к Козерогам, понимаете, и там уже будут, если вы сейчас не строите, вот, то есть у вас сейчас, у всех Козерогов есть такой момент, идти вперед, развиваться, двигаться в нотку, как я хочу, то есть нет таких резких обнулений, обрушений, у других людей жизнь будет меняться, вы будете смотреть на них и говорить, ох, это очень как-то так вот интересно, очень вот так вот странно, очень непонятно, кстати, под знаком Козерога можно так сказать, если вот такое движение, идеология, да, то есть капитализм с нами будет еще жить 7-8 лет, ребята. Если вот так мы про глобальные вещи говорим, да, и все те люди, кто привык зарабатывать вот таким образом, да, то есть и лет через 7, через 8 начнет окончательно разрушаться вот такая большая модель, все, что связано с капитализмом, то есть вот это устройство, оно будет претерпевать очень сильные изменения, и здесь нужно быть просто к этому готовым, да. Козерогам тоже здесь будет очень непросто, да, поэтому здесь постарайтесь сейчас по чуть-чуть подстраиваться под эти новые влияния. Я не говорю, что нужно себя под копирку прям загнать в эту систему, нет, нужно просто научиться в ней выживать, вот и все. Нужно уметь подстраиваться под эту нестабильность, потому что Козерог — это тот знак зодиака, который максимально любит стабильность, и здесь нужно, ну, прям честно понимать, что так, для меня это очень много, я здесь не готов, не готова, и я по чуть-чуть буду, да, то есть постарайтесь немножко по чуть-чуть менять свою жизнь, да, не обнулять резко, и тогда все будет хорошо, и вы будете через 7 лет готовы к этим новым аспектам, которые придут в жизни, они будут в напряжении. Это будет не просто Козерогам, не просто. Не пугаю, ребят, но не невозможно, естественно, это будет из разряда миссия невыполнима, сложно, но не невозможно, естественно. Но мы же хотим, чтобы полегче было, чтобы не так трясло, поэтому я и говорю, что нужно заранее уметь работать с новым, неоднозначным, постараться в этом выживать, то есть подстраиваться под обстоятельства, потому что основная функция Урана — это быстрая изменчивость, умение подстроиться под обстоятельства. Если бы можно было выбирать какое-нибудь животное, да, то хамелеон прям очень четко подходит под Ураном, очень сильно может подстраиваться под любое состояние среды. Поэтому вот здесь будьте хамелеоном, становитесь им. И Водолеи. Для водолеев на самом-то деле наступает очень классное время развития движения вперед с Ураном. Уран будет идти в трине, и сейчас это очень сильно движется и влияет на водолеев первой декады до 2028 года. Поэтому здесь только ускорение, только вперед. Здесь еще Плутон как раз будет идти по первой декаде водолеев. Поэтому будет заставлять в соединении, заставлять вас делать большие деньги, зарабатывать, строить бизнес, строить себя, проявлять в себе такие мощные плутонианские качества. Но оставайтесь собой, водолей, потому что Плутон для вас — это очень такая мощная энергия, совершенно другая. Вам нужно ее еще понять, чтобы научиться в этой истории зарабатывать деньги, чтобы научиться зарабатывать деньги не путем разрушения своего личного и любимого. Я вот о чем. Потому что водолеи первой декады, они такие более стабильные, и они все-таки держатся за традиционные ценности и не готовы ими поступиться. Поэтому здесь история такая для вас очень мощная и сильная, но вы совсем справитесь. Это я вам точно говорю, страшилки из головы убираем. Водолеи второй декады. Здесь, конечно же, с 28, 29, 30 год, но еще и 31, здесь будет, конечно же, тоже для вас потрясающе гармоничный аспект Урана, движение вперед, работа, карьера, продвигайтесь, двигайтесь вперед, для вас это будет очень хорошо. Но до этого момента, водолеи второй декады, нужно себе очень много чего в жизни сделать для того, чтобы там был рост, потому что если вы сейчас постараетесь, там будет просто очень классный подъем. То есть там наконец-таки увидят вас, признают вас гения, того самого гения, который был невидим. Вот вы станете видимым для всех. Готовы ли вы к этому, к этой славе, к этой популярности, к этому движению? Это относится ко всем, в принципе, водолеям. Просто сейчас про вторую декаду начала. Пока Уран идет по близнецам, это 7-8 лет, момент времени для всех водолеев, чтобы подняться. То есть это тот момент, когда нужно подняться в финансах, в популярности, в деньгах, в статусе, в комфорте, подняться на новый уровень. И если в этом подъеме вы потеряете всех близких себе людей, вот это плохо. Почему? Ну, потому что если это те люди, с которыми у вас очень много классных событий по жизни, сами понимаете, почему это тяжело и плохо, да? А если это момент жизни, в котором у вас, в принципе, ничего и не было, тогда ускоряйтесь, ребята, вкладывайте весь свой интеллект, все свои
свои знания, всю свою работоспособность, коммуникабельность, связи и устремляйтесь в будущее. Вот такая история. Водолей, третья декада у вас, ребят, на самом-то деле сейчас закончится вот эта тряска, связанная с Ураном, потому что Уран делал как раз-таки квадратуру к Солнцу, вашим транзитным картам, и сейчас он перейдет в Близнецы. И еще Водолей в третьей декаде, кто родился на стыке с рыбами, потрясет еще до 26 апреля 2026 года. Вот это разрушение старого, какие-то проекты, которые не устраивали жизнь, будет такое ощущение какой-то нестабильности, я не знаю, как с этим справляться, но у нас сейчас ждет очень такой мощный и важный год, поэтому нужно научиться в нем жить. Множество событий, множество изменений, эмоциональных состояний, поэтому у Водолея в третьей декаде сейчас такие разрушения идут, и когда будут такой большой подъем знаком плюс, это 2030-е годы, Водолей, третья декада, это ваше время, как раз таки то, для чего вы, как говорится, то, для чего ягодка росла. Идем дальше. Рыбы. Финальный знак. Ну что, ребят, скажу. Заканчивает сейчас Уран движение по Тельцу. Рыбы первой декады. Выдохните, скажите, ну наконец-то, потому что у вас вот эта тряска, как раз таки, да, она уже начинается, да, но она закончится 7 ноября. Вот смотрите, рыбы первой декады, вы будете ощущать тряску Урана вот сейчас 3 месяца, да, побольше, да, до 7 ноября. И там уже будет он отходить Тельца, и там уже будет не так очень сильно. И 7 ноября по 26 апреля рыбы первой декады, здесь у вас еще будет такая тишина, затишье. И потом начнется, когда уже Уран окончательно поменяет знак, все уже в Близнецы не будет возвращаться. 2026, 2027 и 2028 год – это для рыб первой декады такое, возможно, неприятное обнуление по сфере работы, личным отношениям. И здесь нужно прямо-таки понимать, что же хочется, куда хочется идти вперед, поменяется окружение, понимаете, каких людей вы теряете, или же вы наоборот ничего не теряете, это вам для ускорения. Новые проекты, движение вперед, смотрите, на каких эмоциях это идет, не всегда они будут приятными, да, здесь главное не потерять себя, я всегда говорю, не потеряйте себя, даже выходя из отношений, себя не нужно терять, да, нужно понимать, что нам хорошо, что нам не так, потому что выйдя из этих отношений любовных на таких эмоциональных нотках, новые отношения тоже будут такие достаточно эмоциональные и будут на тех же аспектах. Поэтому здесь будьте аккуратны, поэтому, может быть, не есть смысл перетерпеть вот эту встряску, да, и направить все вот это напряжение, движение, карьеру вперед, да. Поэтому здесь рыбы первой декады до 2028 будет немножко сложновато, то есть 26 апреля, 26 по там 28 год, да, там Уран тоже будет ерзать, уже первая декада рыб, вторая декада рыб. То есть до этого момента, то есть весь вот этот диапазон времени будет история, конечно же, связана с изменением, с полным изменением. Кому-то захочется переехать, полностью изменить, обнулить свою жизнь. И эта история такая очень большая. Для рыб это вообще все глобально. Рыба — это такой знак зодиака, который про глобальное, в принципе, да, поэтому смотрите здесь, чтобы свою частичку себя, очень важную цену оставить, не потерять, да. Ну и рыбы второй декады. Ребята, у вас никаких изменений от Урана сейчас в принципе нет. У вас сейчас вопросики страхов, переживаний, движений вперед. Вообще, я бы сказала сейчас рыбам второй декады, идите вперед, развивайтесь, двигайтесь, делайте как можно больше. И Лилит просто по второй декаде Скорпионов прямо сейчас идет, и вы так на панике, на страхе, суета какая-то, волнение. Уберите это все. Поймите, почему вы здесь паникуете, и убирайте все эти эмоции для того, чтобы не прийти к настоящему периоду, а период это будет 28, 29, 30 год, когда Уран будет в напряженном аспекте влиять на вас. И здесь либо обнуление, да, то есть полное вниз разрушение, либо подъем наверх. То есть что мы выбираем? Потому что амплитуда у событий всегда бывает, то есть это всегда самый верх, и это всегда самый низ. И только мы решаем,
где мы будем. Обнуляемся ли мы, или мы наоборот идем вверх, в гору, как американские горки. То есть вот такая история. И рыбы, третья декада, у вас сейчас наоборот еще хороший аспект от Урана. Прям вот еще это лето дотягиваете на гармонии. Потом с 7 ноября еще вот этот секстиль, идете вперед, развиваетесь. Но здесь, конечно же, Сатурн и Нептун заставляют вас так это осадить, заставляют стабильно, медленно, но верно. Но все-таки Уран говорит вам, делайте сейчас. Потому что сейчас для вас, рыбы третьей декады, такой классный гармоничный момент движения вперед. И это очень важно понимать, очень важно с этим идти по жизни, развиваться. У вас еще есть до 26 апреля новые проекты, новая работа, переезд, который вам будет очень сильно нравиться и даваться легко. То есть в жизни будет появляться очень много людей, с помощью которых вы сможете расти. Растите, развивайтесь. Потому что движение Урана в напряженном аспекте будет на вас действовать, когда Уран будет идти по третьей декаде Близнецов. Это 2030-е года. Вот, 2030, 31, 32, ну и 33. Поэтому вот такая история, дорогие рыбы. Что хочу сказать, все мои знаки зодиака любимые, активные и интересные, очень сильно, мощно, конечно же, будут развиваться у нас здесь знаки кардинальные. Это Овен, это Козерог, это Рак, это Весы. Почему? Потому что здесь будут аспекты. От Урана вообще никаких не будет аспектов на Рака и Козерога, не будет никакого влияния. На Овнов и Весов будет гармоничное влияние. Да? Если мы говорим про Девы и Рыбы, то здесь будет влияние, ну, такое напряженное, которое будет заставлять вас идти вперед и новое. Близнецы и Стрельцы сюда же. Здесь мощь, движение вперед будет вас сносить вот такой волной событий. Здесь главное стоять на ногах, иметь сцепку с реальностью, со своей стабильностью и не поддаваться на такие, знаете, быстрые методы достижения успеха. Они будут точно так же быстро улетучиваться. Эту историю просто понимаете, да? История связана, конечно же, у нас с Тельцами, с Скорпионами, да? Здесь будет вам полегче, здесь будет вам однозначно полегче от отсутствия Урана в том числе. Ну и, конечно же, Львы и Водолеи, у вас карт-бланш, движение мощное вперед. Давайте двигаться вперед, очень мощно. Сами планеты вам говорят, развивайтесь. Да, если эти аспекты еще миксуются гармонично и с напряженными, то это вообще очень много силы. Поэтому эту силу важно найти и двигаться вперед. Не двигается вперед тот, кто стоит на месте и ждет, что его спасут, ждет, что за него что-то решат, что-то вот так звезды дадут. Но, ребята, если вам 35 плюс, ладно, 38 плюс, потому что от 35 до 38 люди, как правило, тешут надежду, что что-то еще к нам придет и просто так дастся само. В 38, 39, 40 уже все понятно, что нету ни волшебника в голубом вертолете, ни мама с папой не спасут, не получится все легко, не случится как-то вот так, оп, и произошло. Все самим, так и есть, ребят. Поэтому понимайте, сколько вы вкладываете, и получать вы будете гораздо больше. Двигайтесь вперед с действием аспектов, с трендами, естественно, они все на нас влияют. Просто понимайте, что что-то вам подходит, а что-то нет. Оставайтесь с собой, не поддавайтесь влиянию новостей, хайпов и моде, потому что это будет такая очень интересная история на ближайшие 7 лет. Ну что, ребят, как вам видео? Я буду рада ответить на все ваши вопросы, если они будут. Что-то мне подсказывает, что они будут. Не стесняйтесь, ну и движемся вперед. Следующие по плану — это гороскопы на месяц. Ну и как обещала, это финансовый гороскоп. Я надеюсь, вы дождетесь. Ну что, ребята, я желаю вам потрясающую семилетку. Я считаю, что у нас у всех все получится, и мы все придем туда, куда мы хотим. Главное здесь идти. Главное идти. Ну, а все остальное зависит от нашей импульсивности и силы воли. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающих движений сознания. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.